Сегодня будем читать старые газеты и говорить про смерть Сталина. Всем привет, это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. Поэтому, если вы изучаете русский язык и вам нравится история, то это видео и вообще эти видео для вас. Для этого видео я нашла архивы газеты «Марийская правда», где рассказывали о состоянии здоровья Сталина до его смерти. Например, здесь написано о состоянии здоровья Сталина на 2 часа 4 марта, на 2 часа 5 марта 1953 года, медицинское заключение о болезни и смерти, патологоанатомическое исследование тела Сталина. Поэтому сегодня наша тема, о которой мы будем говорить, это состояние здоровья. И чтобы вы не забыли все интересные слова из этого видео, я сделала для вас PDF-файл со всеми интересными словами, которые вы можете скачать. Там будет еще небольшая практика. Если вам нравятся эти видео и вам нравится то, что я делаю, то вы можете поддержать меня на сайте Buy Me a Coffee. Там есть специальная подписка, и вам будут приходить все новые видео и все эти PDF на вашу почту. А сейчас давайте начнем. Это, наверное, самая знаменитая фотография Сталина. Возможно, вы не знали этого, но фамилия Сталин на самом деле не настоящая фамилия Сталина. Его настоящая фамилия была Джугашвили. Но в то время у революционеров, у марксистов было абсолютно нормальным брать псевдонимы, чтобы запутать полицию, чтобы полиция не могла понять, о ком они говорят, о ком эти революционеры, марксисты говорят. И, например, у Ленина, Ленин это тоже не настоящая фамилия. Настоящая фамилия его была Ульянов. Ленин это Ульянов. Но вообще у Ленина было очень много псевдонимов. У Сталина или его настоящая фамилия Джугашвили тоже. Есть несколько теорий, почему Джугашвили потом выбрал фамилию Сталин. И, конечно, когда Сталин был главой Советского Союза, невозможно было строить какие-то теории и вообще обсуждать и говорить о Сталине. И основная теория говорит, что Джугашвили – это грузинская фамилия, и что эта фамилия образована от слова «джуга», что означает «сталь». Сталь – это очень прочный, очень крепкий металл. И что «джуга» по-грузински обозначает «сталь». Поэтому есть теория, что Сталин просто перевел свою фамилию с грузинского на русский. Есть и другие теории, но мы не будем сейчас говорить про это, а давайте начнем читать. У нас есть газета «Марийская правда». Здесь очень популярный слоган Советского Союза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Если честно, то я помню эту фразу как «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Но вообще, может быть, если вы когда-нибудь читали про теорию марксизма, то вы слышали этот знаменитый лозунг, то вы знаете этот знаменитый лозунг. Итак, «Марийская правда» — это газета, одна из официальных газет Советского Союза, ну, как будто бы были неофициальные газеты. Это газета Республики Марий-Эл. Марий-Эл — столица Йошкар-Ола. Итак, это издание от 6 марта 1953 года. Цена 20 копеек. Давайте посмотрим, о чем говорили в этой газете, о чем говорили в этом номере. Сообщение о болезни товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, бюллетень о здоровье, потом на второй странице обсуждают партийную жизнь, например, беззаботное отношение к судьбе будущего урожая. Вот. На третьей странице говорят про оборонно-массовую работу, про женщин Марийской республики в годы Великой Отечественной войны. Ну и четвертая страница «Героические женщины Кореи», «События в Корее», 7-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН и пакистанская газета об участии японцев в войне в Корее. Вот такой номер. А сейчас мы прочитаем бюллетени о состоянии здоровья на 4 марта и на 5 марта. Они будут похожи, поэтому мы сначала прочитаем первый текст, разберем там все слова, разберем там все термины, все слова интересные,
А потом, чтобы повторить, мы прочтем уже второй текст. То есть я не буду читать этот текст 2 раза. Хорошо? И прошу прощения, что здесь не очень четкое качество печати, потому что, какое есть. Поехали. В ночь на 2 марта 1953 года у И.В. Сталина произошло внезапное кровоизлияние в мозг, захватившее жизненно важные области мозга, в результате чего наступил паралич правой ноги и правой руки с потерей сознания и речи. 2 и 3 марта были проведены соответствующие лечебные мероприятия, направленные на улучшение нарушенных функций дыхания и кровообращения, которые пока не дали существенного перелома в течение болезни. К 2 часам ночи 4 марта состояние здоровья И.В. Сталина продолжает оставаться тяжелым. Наблюдаются значительные расстройства дыхания, частота дыхания до 36 в минуту, ритм дыхания неправильный, с периодическими длительными паузами, отмечается учащение пульса до 120 ударов в минуту, полная аритмия, кровяное давление максимальное 220, минимальное 120, температура 38,2. В связи с нарушением дыхания и кровообращения наблюдается кислородная недостаточность. Степень нарушения функций головного мозга несколько увеличилась. В настоящее время проводится ряд терапевтических мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций организма. Ну что, давайте начнем. Начнем со слова «состояние». Состояние – это статус. Состояние – это то, как и что вы чувствуете. И, конечно, может быть состояние здоровья, как сейчас здоровье, может быть состояние проекта, если вы спрашиваете коллегу на работе, как проект, как состояние проекта, значит, как состояние Сталина. В ночь, то есть ночью, на 2 марта произошло внезапное, неожиданное, никто не знал, кровоизлияние в мозг. Понятно, что в слове «кровоизлияние» есть слово «кровь». Это один корень – кровь. Следующий корень, следующее слово – «ли». Лить из одной кружки в другую, лить воду. Излить, значит, из сосудов в мозге кровь излилась, которая захватившая жизненно важные области мозга. Значит, они важны для жизни. Мы еще говорим жизненно важные органы. То есть, если эти органы повреждены, например, в аварии, то человек не может жить. Например, сердце, которое качает кровь, легкие, которыми мы дышим, это тоже жизненно важный орган, почки, которые фильтруют кровь, и печень, которая фильтрует кровь, которая участвует в обмене веществ, это тоже жизненно важный орган. Так вот, это кровоизлияние захватило жизненно важные области мозга, в результате чего наступил паралич, то есть парализовало правую ногу и правую руку, правая и левая. Кстати, людей, которые пишут только правой рукой, мы называем правши, а людей, у которых доминантная рука левая, я правша, а людей, у которых доминантная рука левая, называют левши. Так вот, у Сталина парализовало правую ногу и правую руку с потерей сознания и речи. То есть потерять сознание. Сознание – это состояние, опять это слово «состояние», когда мы понимаем, что мы существуем. Это наше сознание. Я мыслю, я думаю, а значит, я существую. Я знаю свое имя, я могу сейчас говорить, я в сознании. Я не сплю, я в сознании. Человек, который потерял сознание, просто упал, лежит, как будто бы он умер. И все. Он не умер, но он в обмороке. Да, есть другой хороший синоним – это упасть в обморок. Упасть в обморок. Или тоже синоним – лишиться чувств, когда все, больше никаких чувств нет. Значит, Сталин потерял сознание и потерял речь. Все, он больше не может говорить. 2 и 3 марта были проведены соответствующие лечебные мероприятия. Мероприятия – это не только встречи, это не только какие-то события.
Например, нас пригласили на мероприятие. Да, можно так сказать. Еще есть медицинские мероприятия, лечебные мероприятия. То есть то, что делают медики, чтобы спасти человека, чтобы спасти жизнь. Эти лечебные мероприятия были направлены на улучшение, чтобы улучшить улучшение нарушенных функций дыхания и кровообращения. Те, которые были нарушены, испорчены, сломаны, функции дыхания, вдох, выдох. Я дышу, и этот процесс дыхания. И кровообращение. Вот у нас кровоизлияние, и вот кровообращение. Как кровь в организме двигается, которые пока не дали существенного, то есть ощутимого, заметного перелома в течение болезни. То есть пока результатов нет. К 2 часам ночи 4 марта, то есть уже через 2 суток, состояние здоровья продолжает оставаться тяжелым. Кто в тяжелом состоянии, например, забирают в реанимацию. Наблюдаются, то есть те, которые мы наблюдаем, те, которые мы видим, те, которые мы замечаем, наблюдаются значительные, серьезные, заметные расстройства дыхания. То есть дыхание не ритмичное, дыхание не гармоничное, частота дыхания, как часто он дышит, до 36. А сколько обычно? Я быстро нашла в интернете, и написано, что обычно человек совершает 16-20 вдохов, а здесь до 36 вдохов в минуту. То есть он дышит часто. Ритм дыхания неправильный, с периодическими длительными паузами. Значит, он дышит быстро-быстро, пауза, быстро-быстро, пауза. Отмечаются. Мы это говорили в прошлом видео как раз. Отмечают, замечают, обращают внимание. Отмечается учащение пульса. Пульс учащается, становится чаще. Наоборот, замедление. Учащение и замедление. То есть пульс поднимается, учащается до 120 ударов в минуту. Полная аритмия. Потом кровяное давление. Опять это слово кровь. Давление крови – это аналогично в английском языке. Давить, по-английски мы скажем press, значит давление, pressure. Значит, здесь кровяное давление максимальное 220, минимальное 120. Я, конечно, не медик, но это очень много. Температура 38,2. Для наших друзей из Америки, я думаю, из Великобритании тоже. В Великобритании, по-моему, тоже используют Фаренгейты. Нормальная температура тела по Цельсию это 36,6, а здесь 38,2. Я думаю, что это около 100 градусов по Фаренгейту. И в связи с нарушением дыхания, то есть здесь у нас были нарушенные функции дыхания, и в связи из-за нарушения дыхания и кровообращения наблюдается кислородная недостаточность. Слово «кислород» – это тоже перевод. Давайте посмотрим. Oxygen. Ну, во-первых, окси – это кислый, и gen, genus, я думаю, так произносится в латыни, обозначает род, то есть семья, откуда он происходит. Тот же самый родительный падеж, genitive, откуда произошло. И, кстати, oxidation, я думаю, так это произносится в английском. По-русски это будет окисление. Наблюдается кислородная недостаточность, то есть кислорода недостаточно. Степень нарушения функций головного мозга несколько увеличилась. Степень увеличилась. В настоящее время, то есть сейчас, проводится ряд терапевтических мероприятий. Опять эти мероприятия, направленных на восстановление, чтобы восстановить, чтобы все заработало снова. На восстановление жизненно важных функций организма. Сейчас мы прочитаем, что же произошло через сутки, что произошло 5 марта, состояние здоровья 5 марта. Здесь будут и старые слова, которые мы только что узнали, и новые. В истекшие сутки состояние здоровья И.В. Сталина оставалось тяжелым. Развившееся в ночь на 2 марта на почве гипертонической болезни и атеросклероза кровоизлияние в мозг, в его левое полушарие – привело, наряду с правосторонним параличом конечностей и потерей сознания, к поражению стволовой части мозга с расстройством важнейших функций – дыхания и кровообращения.
течение ночи на 4 марта нарушения дыхания и кровообращения продолжались. Наибольшие изменения наблюдались со стороны дыхательной функции. Участились явления периодического, так называемого чейн-стоксового дыхания. В связи с этим ухудшилось состояние кровообращения и увеличилась степень кислородной недостаточности. Систематическое введение кислорода, а также медикаментозных средств, регулирующих дыхание и сердечно-сосудистую деятельность, постепенно немного улучшило состояние. И утром 4 марта степень дыхательной недостаточности несколько уменьшилась. В дальнейшем, на протяжении дня 4 марта, вновь возобновились тяжелые расстройства дыхания. Частота дыхания 36 в минуту. Кровяное давление продолжало оставаться на высоком уровне – 210 максимальное и 110 минимальное, при пульсе 108-116 ударов в минуту. Неправильном – мерцательная аритмия. Сердце увеличено в умеренной степени. Существенных изменений в легких, а также со стороны органов брюшной полости за истекшие сутки не установлено. В моче обнаружен белок и красные кровяные тельца при нормальном удельном весе. При исследовании крови отмечено увеличение количества белых кровяных телец до 17 тысяч. Температура утром и днем была повышенной до 38,6 градуса. Лечебные мероприятия в течение 4 марта проводились в виде вдыхания кислорода, введения конфорных, если честно, я не знаю, введения препаратов, кофеина, строфантина и глюкозы. Было повторно произведено кровоизвлечение посредством пиявок. В связи с повышенной температурой и высоким лейкоцитозом усилена пенициллинотерапия, проводившаяся в профилактических целях с начала болезни. К ночи на 5 марта состояние здоровья И.В. Сталина продолжает оставаться тяжелым. Больной находится в сапорозном, глубоком бессознательном состоянии. Нервная регуляция дыхания, а также деятельность сердца остаются резко нарушенными. Здесь уже было гораздо больше слов. Что мы знаем? Состояние остается тяжелым. Истекшие сутки, те, которые только что были. И у нас здесь появляется новая информация. Смотрите. Гипертоническая болезнь и атеросклероз. Я думаю, что это интернациональные термины, что это универсальные слова. Левое полушарие. Смотрите, вот у нас есть мозг. Шар – это круглая форма, 3D-форма. И у мозга есть правое полушарие и левое полушарие. Значит, было кровоизлияние в левое полушарие, и из-за этого левополушарного кровоизлияния в левое полушарие вся правая сторона была парализована. Был паралич этих конечностей. Конечности, от слова конец, это руки, ноги. И потеря сознания. И поражение стволовой части мозга. Ствол, как у дерева. И здесь тоже стволовая часть мозга. Потом, наибольшее изменение со стороны дыхательной функции. Функция дыхания, как мы дышим. Участились, стали более частыми. У нас уже это было, участились, были более частыми. И увеличилась степень кислородной недостаточности. То есть здесь у нас степень нарушения увеличилась. Степень нарушения функции головного мозга. А здесь еще увеличилась степень кислородной недостаточности. Что делали? Ему вводили кислород, разные медикаменты, которые регулируют дыхание и сердечно-сосудистую деятельность. И постепенно, это значит не все вместе и сразу, а постепенно. Сначала одну часть, потом вторую часть, третью часть, по очереди. Состояние улучшилось, то есть оно понемногу стало улучшаться, и потом эта недостаточность уменьшилась. Но потом снова возобновилась, снова возобновились по новой, снова. Здесь у нас корень нов. Говорим про давление, что давление тоже высокое, неправильное, и существенных, заметных, серьезных изменений в легких нет. В легких, а также со стороны органов брюшной полости. Брюшная область – это абдоминальная область. То есть мы уже говорили, что здесь печень, здесь желудок, и другие органы. В моче, то есть в урине, нашли белок.
Белки– это протеины. И красные кровяные тельца. Пожалуйста, пожалуйста, напишите, как это сказать корректно, потому что я буду говорить своими словами, как я это понимаю. Красные кровяные тельца– это эритроциты, это компоненты крови, задача которых защищать организм от болезней. Если в моче, в урине находят красные кровяные тельца и белок, это значит, что организм борется с болезнью. Значит, есть болезнь, значит, есть серьезное заболевание. Еще интересно, что было проведено повторное кровоизвлечение посредством пиявок, то есть ему ставили пиявок. Пиявки– это такие маленькие слизняки. Я не могу спокойно смотреть. Пиявки– это специальные... Так, не буду эту картинку вставлять. Я не могу спокойно на это смотреть. Надо найти какую-нибудь картинку пиявки, не фотографию. О, Господи, мне аж плохо. У меня голова закружилась. Ой, простите, пожалуйста. Я не могу, мне аж стало плохо. Так вот, ему ставили пиявок как лечение. И проводили терапию, пенициллинотерапию, то есть лечение антибиотиками. Ну и все, состояние продолжает оставаться тяжелым. Итак, это было 5 марта. И следующий номер, следующая газета у нас от 7 марта, уже суббота. И здесь уже написано, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. И, конечно, вся эта газета от 7 марта посвящена этому событию. Здесь у нас бюллетень о состоянии здоровья на 16 часов 5 марта, то есть за несколько часов до смерти, и уже медицинское заключение о болезни и смерти. В принципе, здесь все то же самое, и чтобы вы могли проверить себя, именно этот отрывок будет в PDF для практики, поэтому мы не будем его сейчас читать, потому что там повторяются все те слова, которые мы уже разобрали. А вот патологоанатомическое исследование, здесь, в принципе, тоже все аналогичное, но я хотела здесь прочитать последние 2 абзаца. Результаты патологоанатомического исследования, то, что они исследовали, полностью, 100% подтверждают диагноз, поставленный профессорами-врачами, лечившего И.В. Сталина. Данные патологоанатомического исследования, то есть то, что они исследовали, то, что они узнали, установили необратимый характер болезни. То есть эту болезнь нельзя было обратить назад, то есть нельзя было выйти в ремиссию. И с момента возникновения, появления кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительного результата и предотвратить роковой исход. Рок– это не только музыка. Рок– это судьба. Рок– это жизнь, часто несчастная, часто несчастливая. И в русском языке есть много выражений, много фраз со словом «судьба», потому что русские очень серьезно относятся к этому. У нас, например, есть такая фраза «это не судьба», когда ты что-то хочешь сделать, но у тебя не получается. Например, ты хочешь поступить в университет, 1 раз не получилось, 2 раз не получилось, 3 раз не получилось, и ты говоришь: ну хорошо, не судьба, все, я больше не буду делать, это не для меня, это не моя судьба. Или, наверное, вы знаете знаменитый фильм советский «Ирония судьбы» или «С легким паром». То есть это, да, такая ирония жизни. Ну что, дорогие мои друзья, не забудьте скачать PDF, а я говорю до скорого и до скорой встречи. Пока-пока.